Николай Васильевич Гоголь, русский прозаик, драматург, критик, публицист, признанный одним из классиков русской литературы. Женщине легче поцеловаться с чертом, чем назвать кого-то красавицей. Отчизна есть то, что ищет душа наша, что милее для нее всего. Архитектура тоже летопись мира, она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания. Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними, иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Если тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время на самого себя, хотя бы за то, что сумел рассердиться на другого. Нету более святых, чем товарищество. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы. Любит и зверь свое дитя, но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Мы делаем несправедливости на всяком шагу, и всякую минуту бываем причиной несчастья другого, даже и не с дурным намерением. Нет ничего приятнее, как быть обязанным во всем самому себе. Есть еще порох в пороховницах. Пишут не потому, чтоб тягаться с кем бы то ни было, но потому, что душа жаждет излиться ощущениями. Если уж один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости умнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Дивишься драгоценности нашего языка, что ни звук, то и подарок, все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право иное название еще драгоценней самой вещи. Гнев везде неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его. Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша. Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот. Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше, чем полицейская. Он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть. Смотрите на то, любите ли вы других, а не на то, любят ли вас другие. В литературном мире нет смерти, и мертвецы также вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами. Что есть жизнь? Это разрушение мечты действительностью. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя.
Я разгадывал науку веселой и счастливой жизни, удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают от него, встретившись с ним. Если русских останется только один хутор, то и тогда Россия возродится. Родная простота хуже воровства. Односторонние люди и притом фанатики язва для общества. Беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть. У них нет никакого смирения христианского и сомнения в себе. Они уверены, что весь свет врет и одни они только говорят правду. С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется даже невероятным, все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров. Честь человека заключается в том, чтобы он зависел только от своего трудолюбия, от своего поведения и от своего ума. Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Всякому кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Женщины – это такой предмет, просто и говорить нечего. Одни глаза их такое бесконечное государство, в которое заехал человек, и поминай, как звали. Уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь. Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово. Нашего человека надо благодарить уже за намерение. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстями. Мои мысли, мое имя, мои труды будут принадлежать России. Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее. Никогда не стоит хвастаться будущим. Сколько волка не корми, всех лосей заповедника на него не спишешь. Быть в мире и ничем не обозначить своего существования — это кажется мне ужасным. Есть у русского человека враг, непримиримый, опасный враг, не будь которого он был бы исполином. Враг этот — лень. В талантливых руках все может служить орудием к прекрасному. Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека. Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить. Николай Васильевич Гоголь. Цитаты и афоризмы.
Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.